Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. И сегодня мы обсудим курс монеты BSV, посмотрим на ее график и я выскажу свое мнение, что я думаю, куда ожидаю движения курса и что я собираюсь делать со своими монетами. Это вторая часть продолжения видео, которое вышло уже на канале про версию 1 и версию 2 Squid NFT Games. В последний момент на этапе монтажа видео получилось довольно длинным и я решил его разделить на две части. Так что это вторая часть, которой не хватает в первом видео. Давайте вот так вот. Сначала посмотрим на локальную картину. В общем-то, как я вам и раскрашивал вот здесь. Давайте тут надо увеличить. Вот как я рисовал вам и здесь, что у нас будет, да, такие две основные зоны. Это 1.5, 1.4 был и зона 1.80. Да, мы, в принципе, туда и пришли. Все прошло, в общем-то, довольно по плану. И сейчас мы, кстати, остановились именно вот на этой зоне. Если натянуть вот фибку, то мы уже видим, что мы остановились сейчас на уровне 50. То есть это очень хороший уровень. И мы видим вот красивенький такой зигзаг, то есть ABC. То есть это признак, что коррекция закончилась. Если у нас будет вариант с простой коррекцией, то мы, в принципе, уже можем отсюда начинать рост, если рост как бы планируется, да. Что можно делать? Можно покупать по текущим, и ставить стоп вот куда-то на 1.32, то есть кто хочет. Я, в принципе, пока не планирую, потому что я продал далеко не все, что у меня есть. Я поставил на Binance ордер на покупку на 1.25. Вот если он дойдет сюда, вот в эту область, это прошлая зона нашей проторговки, она как раз находится между фибами 0.38 и 0.23. То есть вот в этой зоне от 1.25 до 1.2, в принципе, тоже можно ловить. Можно закупаться, естественно, частями. Покупать сейчас на всю котлеты, я бы тоже не стал. Ну, а если вы купили уже там по 2, как некоторые люди пишут, то, решайте сами. Либо вы готовы холдить, тогда держите, либо частично скиньте. Дело как бы ваше. Опять же, если же мы не остановимся вот в этой области, которая у нас здесь тут нарисовалась, такая зона проторговки, то мы будем падать вот... Все зависит от того, куда мы пойдем с этой области. Потому что у нас идет сейчас накопление. И после этого накопления, движение должно быть более длительным. То есть не просто зигзаг. То есть мы сейчас не должны дать просто вот такую какую-то палочку вниз и потом пойти вверх. То есть эта зона должна нас куда-то чуть пониже опустить. Если мы идем вниз, то у нас получается... усложняется коррекция. У нас может получиться какой-то, вот смотрите, вот здесь вот такой зигзаг. Вот сюда можем нарисовать второй зигзаг и вниз третий. Можем вот так вот спуститься. Будет тогда у нас двойной зигзаг WXY. Вполне себе тоже нормальная коррекция. И как всегда остается много вариантов с разными там треугольниками. Вот с такого вот рода треугольничек. А, Б, С, Д, Е. Вот такая вот может быть у нас коррекция. Если пойдем мы усложняться, как-то троечками расти, и дальше, в принципе, можем идти вверх. А теперь давайте перейдем на более глобальный график и попытаемся нам что-то более масштабное увидеть. Вот если мы переключимся на 12-часовой график, у нас, в принципе, с самого начала создания на dex.guru, есть даже другие сайты, dex.tools, в общем, на которых можно найти все графики. На TradingView, к сожалению, не появился еще вот этот график Calculated, но здесь, в принципе, функционал тот же самый, весь TradingView. И в целом, если мы вот посмотрим глобально, мы видим такую общую, большую, гигантскую зону. Вот это вот все одна большая зона проторговки. Вот так вот, допустим, грубо будем считать то, что было ниже 0.48, это такой ложный выход, допустим. И то, что было выше 1.8, это тоже такие, скажем так, погрешности, забросы. Вот так вот можно, допустим, нарисовать такую гигантскую зону. И, как видите, здесь объемы прошли, самые большие. То есть по величине пиковых объемов они просто в 3 раза превышают вот те, которые были перед запуском игры Squid Games. Вот эта вот проторговка в районе 1.82 была как раз перед запуском самой игры. Вот тут здесь как бы видно, что была разгрузка. Что происходит сейчас, сказать довольно сложно. Объемы колоссальные. Времени, в принципе, скинуть, разгрузить большой объем, который мог быть набран здесь, мне кажется, не хватило бы. Если вот так вот глядеть на вот этот график, то можно, в принципе, здесь и вот какую-то там 1, 2, 3, 4, 5 нарисовать. Это было бы довольно-таки неплохо. С пятерочкой куда-то, да, вот на 2.4, 2.5. Вот куда-то вот сюда. Было бы так неплохо. Поскольку у нас по теории Эллиота, да, самые большие объемы, самая большая волна, это волна у нас номер 3, но мы примерно здесь как бы и находимся.
Но с другой стороны, у нас самое дно находится здесь. Можно как бы это дело разметить и как-то совсем по-другому. Вот как-то сделать. 1, 2. Вот тройка была здесь. Потом вот была четверка. Правило перекрытия не нарушено. И вот пятерочка уже закончилась здесь. Здесь тоже как бы все подходит по правилам. Самый пиковый объем у нас был на тройке. На пятерке объемы, ну, их больше, но пиковый был меньше. Можно и как бы так нарисовать. Потому что самое дно-то у нас было вот здесь. 1,27. Но у нас получается таки довольно большая диспропорция между величиной волны 1 и волной 4. Так что, в общем-то, ну, загадывать далеко наперед бессмысленно, пока мы не пробили и не закрепились выше, ну, 1,82. То есть, когда у нас вот такая вот проторговка не нарисуется, ну, вот где-то вот здесь. Вот пока мы здесь не поторгуемся, говорить о том, что мы полетели вверх, ну, мне кажется, преждевременно. Ну, потому будем отталкиваться больше от локальной картины. А локально нужно следить за вот нашим текущим дном. Будет ли вот эта наша нынешняя тройка превращаться в 4-5, тогда это будет как бы хуже. Либо же мы прямо отсюда сейчас поторгуемся здесь и пойдем вверх, куда-то вот туда. Это будет, конечно, самый лучший сценарий. Я, в общем-то, пока сижу и ничего не делаю. То есть покупать по 1,4, 1,5 я не хочу. Купить можно, но со стопом. Если придет к 1,2, 1, там я буду покупать. И если будет падать вниз, я буду докупаться. Если от нынешних пойдет вверх, я продавать буду не 2,5, 3. Не раньше. То есть по 2 сейчас я продавать уже не буду. Если мы сюда снова дойдем, я буду ждать. Может, мы нарисуем что-то вот такое, знаете, оп, вот такой вот поджимчик. И тогда я задумаюсь о том, чтобы что-то купить вот где-то вот здесь, со стопом вот куда-то вот здесь. Если вы на данный момент не пользовались BISWAP, то есть не регистрировались, не логинились на платформе BISWAP, то обязательно переходите по реферальной ссылке, которая позволит вам сэкономить там до 3% от ваших комиссий. Если же вы уже хотя бы один раз заходили на сайт BISWAP и подключали свой кошелек, и при этом вы не воспользовались чьей-либо реферальной ссылкой, то я вам настоятельно рекомендую создать новый аккаунт в том же MetaMask и подключиться по реферальной ссылке. Неважно, будет это моя или ваша, потому что в другом случае вы всегда будете терять процент от своих же денег. Кошелек, который вы уже когда-то подключали к платформе BISWAP без реферальной программы, уже нельзя подключить по рефералке. Потому для этого нужно создать новый кошелек. Это делается буквально в пару кликов в том же MetaMask. Не упускайте свои деньги. В общем-то, желаю вам все удачной игры, высокого курса и до скорых встреч.